И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 13 марта и обещанная военная сводка. Сразу не буду тянуть кота за хвост. На самом деле, единственное, что хочу сказать вначале, действительно сегодняшний день это как раз тот день, которого я долго ждал. То есть на самом деле именно сегодня появилась масса информации о том, что мы на пороге большого, вернее не мы, ВСУ на пороге большого шухера. Но не будем забегать наперед. Начинаем традиционно с южного направления. Что у нас здесь? Вчера на протяжении дня, как я сказал в вчерашнем вечернем обзоре, проходили очень интенсивные бои в районе южнее Кривого Рога. Согласно официальных сводок Генштаба ВСУ, речь шла о наступательных действиях со стороны российской стороны, а украинские войска оборонялись. То есть никаких контратак от Кривого Рога, которые некоторые там украинские боты писали, речи нет. Генштаб ВСУ четко говорит, были атаки со стороны России. И на сегодняшний момент ВСУ отчаянно пытается удержать линию обороны на дальних поступах к Кривому Рогу. Не факт, что им это удастся, с учетом того, что происходит рядом. А именно сегодня нанесли очень серьезный авиационный удар по Баштанке. Это последний опорный пункт внутри вот этого огромного пространства, занятого российскими войсками, которые уже превратили его в сильно насыщенную войсками территорию. И сегодня, я так понимаю, придет информация о том, что Баштанка зачищена. А потом эта группировка может наступать в самых разных направлениях, в том числе и на Одессу. Но не будем забегать наперед. Не здесь сегодня происходит главное событие. Переходим сразу на направление Запорожье-Донецк, потому что в Мариуполе опять же продолжаются тяжелые бои, зачищается территория. Местные азовцы уже начинают истерить, но, как говорится, у них вариантов нет. Их все равно зачистят. Итак, что происходит на Запорожско-Донецком направлении? Ну, собственно, то, чего мы предполагали. Российские войска за вечер и за ночь прошли, уже по сути вошли на окраины Угледара. То есть линия населенных пунктов южнее Угледара уже занята российскими войсками и войсками ДНР. И пока вот, честно говоря, не представляю, кто может их здесь задержать до Курахова. Потому что до Курахова здесь нет никаких серьезных укреплений и зацепиться вооруженным силам Украины не за что. Но даже не это на сегодняшний момент является главной угрозой. И также не начавшийся по сути штурм Северодонецка и Рубежного, потому что войска ЛНР уже отчитались о том, что они уже окружили Северодонецк и с юга, и с востока. На окраинах Рубежного уже начинаются бои, но подчеркиваю, главная проблема у них не там. То, что я говорил несколько дней назад, начало попадать в военные сводки. То есть проигранное поражение за Изюм, отбитая контратака ВСУ сегодня обернулась сообщениями о том, что разведка российских колонн уже по состоянию на утро находится под Барвенково. А это намного южнее Изюма, и на сегодняшний момент российская авиация упорно обрабатывает позиции ВСУ в районе Святогорска, Красного Лимана, Краматорска и Славянска. Очевидно, что расчищается таким образом дорога для основных российских колонн. Я не знаю, закончена зачистка Изюма или нет, пока мне этой информации нет. Обещаю, что к вечеру постараюсь разобраться. Но по сегодняшней сводке уже видно, что ничто не мешает российским войскам выливаться через Изюм дальше на юго-восток и на юг. И по сути брать в оперативное окружение весь Донбасский фронт с северного направления. А с южного направления этим занимаются войска Российской Федерации ДНР в районе Угледара. То есть вот это то же самое главное, что сейчас происходит на фронте. Ну и кратко о том, чем вчера закончились бои в районе Киева. То есть местные источники не подтвердили, что российские войска уже подошли на подступе к Барышевке, это восточнее Киева, и на ближние подступы к Бышеву. То есть продвижение российских войск и на том и другом направлении составило за прошлые сутки несколько километров. То есть, подчеркиваю, здесь никаких военных разведок нет, просто если территория берется, то она берется раз и навсегда. Вот это то, что я могу сказать по состоянию на 12:00 по Москве 13 марта. Продолжаю следить за ситуацией и вечером планирую сделать традиционные уже вечерние подведения итогов событий на фронтах украинской войны. Все, пока, до свидания, ждите следующего выпуска.